большое количество разных действий, которые помогают им справиться с какими-то сенсорными потребностями. They don't have toys yet because they're like really little, right? Они еще не знают, как играть, например, в игрушки, потому что они еще слишком маленькие для этого. So they bite things. Они кусают. My child used to have a little lion, and he spent most of his day just trying to eat the lion. Например, у моего ребенка в детстве был маленький игрушка лев, и он пытался на протяжении всего дня пытался его укусить или съесть. Or they'll hold things, put things in their mouth, you know, rub things, you know, just to give some sort of input, just to pass the time of day. Или им нравится держать что-то в руках, либо пытаться проверить, в рот положить, да, то есть они проводят так целый день, испытывая разные вещи, проверяя, экспериментируя. As kids get older, they learn about toys, they learn about activities. И с возрастом они научаются работать с игрушками и с разными новыми действиями. Those can be pretty powerful reinforcers. И это уже самой по себе представляет сильное поощрение для них. Things like iPhones, iPads, computers. Например, компьютеры, айфоны, айпэды. Or social games. Или социальные игры. You know, Pokemon trading cards. Игры там, где они обмениваются карточками с покемонами. This can be very motivating for students. Это может быть большим стимулом для студентов. And we got social kind of reinforcers. У нас есть еще социальные поощрения. Actually, social reinforcers for typically developing children are very powerful from a very young age. И на самом деле социальные поощрения являются очень сильным инструментом для типичных детей в их развитии. They very much want attention, they want to show off, bring things, they care a lot about what other people think. Для них очень важно внимание, им очень важно, чтобы на них обращали другие люди внимание, им важна оценка других людей. For children with autism, they may not be quite as powerful. Для детей с аутизмом это может быть не таким сильным инструментом. But things like acknowledgements, praise. Но такие моменты, как похвала или когда мы признаем то, что они сделали, замечаем их дела. Time with somebody. Время, проведенное с кем-то. These are all, again, reasons why we do different things in our lives. Это ряд причин, по которым мы что-то в своей жизни делаем вообще. And then we've got more sort of intrinsic rewards. Things like setting yourself a goal and reaching that goal. It's not about anybody else, but you feel good inside because you've reached a certain target in your life or what you've set for yourself. И есть своего рода истинные поощрения. Это то, когда мы ставим себе цель, достигаем эту цель не для кого-то, а для себя, и именно за счет этого чувствуем себя хорошо. Running a marathon, losing some weight, passing an exam. Сдать экзамен, пробежать марафон или похудеть. So obviously intrinsic motivation is an important thing for us to work towards for children with autism. И вот это чистая мотивация, это то, на что, к чему нам нужно стремиться, работая с детьми с аутизмом. How many of you would jump out of a plane? А кто бы из вас прыгнул с парашютом? Put your hand up. You would? Alright, you would. Alright, so there's some people that is really adventurous here. Действительно, у вас есть доля риска у всех. Alright, what about if I gave those people that didn't? What about if I gave you a thumbs up? А те люди, кто не прыгнул бы с парашютом в первом случае, would you jump out of the plane? Прыгнули бы вы, если бы я вам... You would, okay, thumbs up, alright, good. What about for a high five? А за дай 5 кто бы прыгнул? Cry not. Smiley face. А за... Sticker. You can take it home with you afterwards. За стикер кто бы прыгнул? Вы бы домой взяли после презентации. Big one? Большой бы. M&M's. What if I give you an M&M? Oh, you would. Okay, you do for chocolate. Okay. Stickers. Lots of stickers. За много разных стикеров. Certificate of appreciation. За сертификат признания. iPad. You can play your favorite game 20 minutes.
Каждый раз вы... Money, I'll give you some money. А Some за деньги? rubles. За деньги кто бы... Maybe some would, okay. It's only 60 rubles. За 60 рублей. A pint of beer? Okay. За пинту пива. A ticket to Manny Pacquiao. Alright, that's finished now. But За билет на бокс. so you can see, even if we have those things, might be nice to have. Возможно, это кому-то хотелось бы But иметь это, it may not be enough. но, возможно, это не всегда достаточно. So it's not just about having reinforcement, it's about whether it's enough to really motivate the person to do the things that you'd like them to do. И здесь дело даже не в самом поощрении, а насколько достаточным поощрение является для определенного рода деятельности. So one of the things we hear a lot is that I'll say like, yeah, reinforcement's so important. Зачастую я слышу, что да, поощрение очень важно. And they'll say, oh, my child doesn't like much. И потом я слышу, что моему ребенку на самом деле не очень многое интересно. Or the teacher will say he doesn't like anything. Или учитель может сказать, а ему вообще ничего не интересно. He doesn't like to be the, student of the week. Например, мне интересно стать студентом недели. He doesn't like to be the PE monitor. Или он не хочет быть старостой или тем, кто следит за одноклассниками. So I don't know what to do. Я не знаю, что делать. So one of the things that we spend time in our program to do with most children is we spend time to develop reinforcement. И большое количество времени у нас в компании отдается как раз тому, чтобы развить достаточно разных поощрений. We develop interests in different things. Мы развиваем интерес к разным вещам. And we try to work along the continuum of reinforcement. So if the kid likes toys and activities, I'm trying to get more social reinforcement or more intrinsic reinforcement. If I've got a kid who just likes sort of more sensory primary reinforcers, I'm trying to get him interested in toys and activities. И если есть ребенок, которому интересно играть, я попытаюсь развить для него какие-то навыки, какие-то социальные поощрения или поощрения в чистом виде. Если есть ребенок, которому нравятся, например, какие-то сенсорные ощущения, то я попытаюсь привить ему интерес к игрушкам. So I'm going to talk a little bit how we do that. Я вам немножко расскажу о том, как у нас это How do you получается. develop a reinforcement? Как нужно развивать поощрение. All right, first we provide exposure И, во-первых, нужно обеспечить погружение. to things that you may like. Погружение в вещи, которые, возможно, тебе понравятся. How many people here have been diving? Кто здесь пытался когда-либо погрузиться под воду? A few. Несколько. You never been? Вы никогда? Why you never go? Почему вы никогда не попробовали? It's very icy. It's pretty cold in there. Yeah, I can see why you wouldn't go. Немного и холодно. But the reality is, you don't know. It could be like the most amazing thing. Но вы не знаете, может быть, это будет для вас непередаваемый опыт. If you went, you might be like, oh my lord, like this is the. I'm every holiday now. I'm going diving. Если бы вы попробовали, вы бы сказали, что теперь каждый отпуск я буду погружаться под воду. You never experienced it. Вы же никогда не пробовали, вы не So by знаете. providing the experience and the exposure, you may find that the child likes it. И обеспечив достаточное количество опыта, возможно, случится так, что ребенку понравится. Sushi. A lot of people you ask, do you like sushi? They're like, oh no, I don't like raw fish. И зачастую у людей спрашиваешь, тебе нравится суши? И они говорят, нет, я не люблю сырую рыбу. It's really disgusting. Отвратительно. Have you tried it? А ты пробовал? No. Нет. How do you know? Как тогда ты знаешь? In Hong Kong, they have these things called chicken's feet. Chicken's feet? Chicken's feet. Да, в Гонконге есть такая штука, эти вот ноги, куриные ноги. Do you have them here? У вас здесь есть? Oh, it's the foot of the chicken. Но это непосредственно вот It's это a claw. клешня вот эта It's with the nails, everything on it. It's like that. Ну, уродливая, да, вот эта вот такая. And they cook it Они готовят ее in some sauce. в
в каком-то соусе. And they also do duck webs, you know, duck's feet with the webs. И они еще делают утиные вот эти лапки. Oh, it's so disgusting. Отвратительно. And I'm wondering, like, what are you eating? There's no meat on that bone. Я спрашиваю, что там есть? Там же It's мясо a даже нет. claw. Это вот просто вот это What's the tasty thing? кости, клешня. What is it? Why do you eat that? And some people love it. А кому-то это очень нравится. So, but I've never eaten it. It could taste really good. Я на самом деле никогда не пробовал, но я предполагаю, что может быть это даже вкусно. I might love it if I ate it. И возможно мне даже очень понравится, если I'm я not going to попробую. eat it, but it might be the case. Я не собираюсь пробовать, ну так, как идея. So often when kids come in our office, first couple of days, we are literally just pulling toys off the shelves, going through, you know, all of the different things that we have in our office. Do you like music? Do you like the roller coaster? Do you like being tickled? Do you like being picked up? Do you like, you know, this toy, that toy? И первые несколько дней, когда дети приходят к нам в офис, мы проводим просто берем игрушку одну за одной с полок, пытаемся предложить разного рода развлечения, пытаемся их поднимать, щекотить, предлагаем музыкальные инструменты и так далее. So that's a pretty simple thing you can try to do. Это такой достаточно простой механизм. We sell the reinforcement. Мы продаем поощрение. We've been doing a little training this week. На этой неделе у нас был небольшой тренинг. And one of the tasks was to try to develop reinforcers. Одно из заданий было развить поощрение. And there was a little sheep. И была небольшая овечка. And you know, you press it, it lights up. Вы знаете, такая, нажимаешь на нее, начинает загорается огонечек. It ain't that exciting. Ничего интересного на самом деле. Once you've seen it light up, okay, great. Ты берешь ее, нажимаешь, она загорается, ну окей, и что? Is that it? You И know? все. How amazing. Отлично. So the task was И задание было make the child want the sheep. заставить ребенка хотеть играть с этим барашком или овечкой. Make the sheep reinforcing. Нужно было сделать эту овечку с поощрением. And some of that is we look at how we sell the reinforcement. И мы попытались подумать, как можно это продать. Sometimes it's just the packaging. How Иногда the therapist is so much fun with it. это просто упаковка самого поощрения. Многое зависит от учителя, как он себя ведет, как с ним весело. Thinking of different ideas of how you present it and then what you do with it. Здесь нужно подумать, придумать много разных идей того, что можно с этим сделать, как это можно сделать. It's a very creative process. Очень творческий процесс. I think we got to like the sheep a little bit more. Мне показалось, что мы сделали эту овечку более привлекательной для So I was happy about that. И это было. I'm going to show you a video now of a kid. Я вам покажу видео ребенка. And this kid loves this toy shark. И этому ребенку очень нравится игрушка акула. He absolutely loves it. Он просто влюблен в эту игрушку. And then there's a traffic cone. И есть вот этот вот треугольник дорожный на дороге, который стоит рядом. And we tell the therapist, И мы говорим тераписту: make the traffic cone more reinforcing than the shark. сделай вот этот вот конус дорожный более привлекательным, чем овечка, акула. Develop the cone into a reinforcer. Сделайте вот этот вот конус поощрением. Traffic cone not that exciting. Ну и сам по себе вот этот вот дорожный конус ничего интересного не представляет. Toy shark, you put your hand in, really exciting. А игрушечная акула, туда вставляется рука, и можно интересно играть. You'll see some things she does. Вы увидите, что там получилось. And at the end she asks him to keep choosing, like which one do you want, to see which one he would like to do, to see his preference. И в конце ему задали вопрос, какую ты хочешь выбрать, выскажи свое предпочтение. Let's see how that goes. Давайте посмотрим. So that's an example how you might, I mean again, a lot of other activities and toys are a lot easier to develop than the cone.
Это просто пример того, как можно развить поощрение. Конечно, есть ряд других игрушек, которые легче всего развить, легче гораздо развить, чем вот эти вот треугольники. Another thing we use is novelty and anticipation. И еще мы пользуемся ощущением новизны и предвосхищением, когда ждешь чего-то очень. You never know. Тогда, когда не знаешь. So it can be things like a spinning wheel and you never know what's going to come up. Например, когда можно пользоваться вращающимся барабаном, и ты не знаешь, где остановится. Or a grab bag. Или секретной коробкой, из которой вытаскиваешь что-то. Pick out a picture of something. Вытаскиваешь картинку чего-то. Could be something amazing. Это может быть что-то. Maybe not. You never know. That's exciting. Это может быть что-то невероятно интересное, может быть не настолько интересное, но ты же никогда не знаешь, что будет. So whether you're working with a child, you know, at home. Работаете ли вы с ребенком дома? In a preschool classroom. Или в дошкольном классе? Therapy session. Или у вас проходит терапия? Primary classroom. Или в начальной школе? Secondary classroom. В средней школе? My first question is always, what kind of reinforcers do we have? Мой первый вопрос: какое у нас поощрение? If the student is not internally motivated, и если у учащегося нет внутренней мотивации, how do I develop motivation over time? Как со временем я буду развивать эту мотивацию? And what do I have available? И что у меня есть в арсенале? So if I'm in a classroom, если я работаю в классе, some of the reinforcers we try to develop, некоторые поощрения, которые мы развили, are like little jobs. What do you mean? Who gets to erase the board? Окей, это задания для детей, такие, работа назначается для каждого. Кто стирает с доски? Who is the weather monitor? Кто следит за погодой? Or other examples might be extra time at recess. Или какие-то другие дополнительные. Time in the computer room. Дополнительные задания, например, следить за временем. There may be many examples of things we can develop in a school setting. Есть ряд действий, которые можно разработать, находясь в условиях школы. And again, those kids may not like those things in the beginning. И снова возвращаясь к уже сказанному в начале, возможно, этим детям будет не так интересно. But we can develop them. Но интерес можно развить. In our little preschool classroom, например, у нас в дошкольном классе, most kids when they come in don't care at all about the jobs. Когда к нам поступают дети, вот эти маленькие задания им вообще никакой интерес не представляют. Within 3 months, they love to do the jobs. И по прошествии 3 месяцев им очень нравится быть назначенным на какое-то задание. Because we develop them as reinforcers, and we know that those are the kinds of things that they're going to have in a typical class, or could be used in a typical class. Потому что мы превратили их в поощрение, эти задания, и мы знаем, что Playing with my letterbox. Это похоже на следующее. Я тут играю со своим почтовым ящиком. And then you keep taking it away. Ты, собственно, у меня все это забираешь. I like the letterbox. Мне нравится мой почтовый ящик. Why do you keep taking it away? Почему ты у меня забираешь его постоянно? And why do you keep giving me these stupid bricks to put in this cup? И почему ты мне даешь эти никчемные кирпичики, куда-то складывать их? I don't want to do that. I want to play the letters. Я не хочу играть в эту игру, я хочу играть со своими письмами. So that makes me upset. И это меня расстраивает. And kind of frustrated. И это меня вводит в тупик. So he just doesn't understand right now the relationship between what we want him to do and the reinforcement. И он на данном этапе просто не понимает взаимосвязь между тем, что его просят сделать, и поощрением. And that makes him upset. И это его расстраивает. So quite often when we see behavior issues, и зачастую, когда мы видим проблемы с поведением, sometimes the kids just don't understand the consequences or they're not meaningful. Причина этому то, что дети просто не понимают взаимосвязь, последствия, или это не является для них значимой работой. Often when you're working with children with autism, it's more difficult. И когда мы работаем с детьми с аутизмом, это еще гораздо сложнее становится. He's got no language. Он не может говорить, у него нет речи. He doesn't understand anything right now.
на данном этапе он вообще ничего не понимает. So it's not like another 2.5-year-old. Он не похож на других 2-летних, 2,5 лет детей. Or I could just tell him. Кому можно просто сказать что-то. If you put the thing in the bucket, you can play the letterbox. Если ты сложишь все кирпичики в ведерко, ты получишь свой почтовый ящик. Right? You understand? И тот Oh, okay. другой поймет. Ты понял? Да, No, конечно. if I say that, he's like, what? I don't know, understand what you mean. А если сказать ему, он скажет, So he has я to не понимаю, о learn чем ты. through his experience. Поэтому он научается на своем опыте. This is him about a day later. И тот же самый ребенок, но уже на следующий день. Да, достаточно с удовольствием все делает. Again, he understands, right? Теперь он понимает. So you see his motivation towards the tasks now has increased, right? He's quite motivated now to do the things we want him to do. И сейчас мотивация на задание, она уже выше, и ему интересно выполнить задание. All right, the other thing we've got to do is when we provide some reinforcement, we've got to think about how we may thin the schedule or how these students may not always need to have those kinds of external rewards. How do we sort of, you know, eradicate that over time? I don't want to have to give him the Mickey Mouse every time he does something, right? И еще один важный момент с поощрениями – это то, как мы планируем уменьшать работу с поощрениями, чтобы нам не пришлось давать этого Микки Мауса каждый раз, когда он выполняет задание. Not very natural. Это неестественно. So we start with like a vending machine. Мы начинаем что-то похожее вот на автомат по выдаче шоколадок и Very напитков. predictable. Здесь все очень предсказуемо. Put the money in, Вставляешь деньги, press the button, нажимаешь на кнопку, every time the thing comes out. и каждый раз внизу вываливается то, что вы купили. If it's a good vending machine. Если это исправная Sometimes машина they по get раздаче. stuck and all that stuff. Иногда все, что вы купили, застревает. But it's every time I put the money in, I get my thing. Just like the kid, he does the thing, he's going to get his Mickey Mouse. И также работаем с детьми, как вот с автоматом по выдаче. Он выполняет задание, получает свой предмет. Then we go to more of like a, what do you call it? Yeah, one of those. This. Однорукий Джек, да? It's like, you have them in Las Vegas, you pull it, you put the money in, Как pull the handle, you don't know what you're going to get. Sometimes you win, sometimes you don't. Вставляем деньги в слот, нажимаем на рычаг, и мы не знаем, какая комбинация выпадет. Иногда выигрываем, иногда проигрываем. This is a very powerful contingency. Это очень такая сильная обусловленность здесь. You know, do you have a lottery here? Вы здесь играете в лотерею? Thousands of people in Russia pay money every month to join the lottery. Тысячи людей в России платят деньги, чтобы поиграть в лотерею. You probably have more chance of being struck by lightning. Возможно, у вас больше шансов получить разряд удара тока от грома, да, от молнии, нежели выиграть в лотерею. But you still pay the money every month in the hope that you're going to be a winner. Но, несмотря на все, вы продолжаете покупать лотерейный билетик в надежде выиграть. People go to Las Vegas and spend their whole life savings. Люди отправляются в Лас-Вегас и проигрывают все свои жизненные накопления. Putting the money in, not getting anything out, but just continue to do the same behavior over and over again. Вставляют деньги в слот, не выигрывают, но раз за разом повторяют то же самое поведение. Because sometimes there's a big payoff. Потому что, возможно, когда-то будет очень большой выигрыш. Little kid, age 4, И маленький ребенок 4 лет wants the biscuit, хочет печеньку, crying. плачет. 10 days out of, you know, 1 day out of 10, somebody gives him the biscuit. И кто-то раз в 10 дней даст ему печеньку. The other 9, А в другие he 9 ignored. его игнорируют. But that 1 day is enough to have him now cry for another 3 weeks. Но тот один день может заставлять его плакать в течение 3 новых недель в надежде получить свою печеньку. Some parents, you know, they may have the child sleeping in their bed. Иногда дети спят со своими детьми в одной кровати. You know, they put them in their own bed to try to teach them to sleep on their own.
И иногда они их перекладывают в детскую кроватку, чтобы 4 days in a row. Чтобы отучить их спать с собой 4 дня подряд. Kid comes in the room 3 in the morning. И ребенок в 3 часа утра возвращается к вам. Oh, I gotta get up, put him back in the bed. He's starting to cry. И вы снова переносите его в кроватку, он начинает плакать. Second day, same thing. I'm so На tired. следующий день то же самое, вы так устали уже. Very consistent. Always put him back in the bed. Но очень систематично нужно возвращать его в его кровать. 5th day. И на 5-й день I'm so exhausted. я измотан. Kid sleeps in my bed. Ребенок спит в моей кровати. Next day. На следующий день Oh no. Doomed. Because now what we've taught the child is, you have to keep trying every night until you get lucky. И в таком случае жизнь превращается в кошмар, потому что мы научили ребенка, что если ты будешь пытаться снова и снова, тебе однажды повезет. Oh, so now you're going to have a nightmare on your hands. И теперь ваша жизнь превратится в кошмар. Powerful contingency. Очень сильная обусловленность сформировалась. We then move to response cost. So we just expect you to be good, and if you're not so good, then some punishment might occur, like you might get a speeding ticket. И дальше мы переходим на наказание за поведение. Например, если что-то делаешь не так, возможно, ты получишь наказание. That's how a lot of things in our life work, right? Это то, как наша жизнь устроена во многих своих сферах. Governments and societies don't use a lot of positive means, actually. They use mostly kind of negative things that they assume you're going to be very good, and if you're not, they're going to do something to you. Это как отношения государства и общества. Они зачастую строятся не на позитивных моментах, а на отрицательных, да, то есть они по умолчанию думают, что вы будете себя хорошо вести, но как только вы совершаете ошибку, вам готово уже наказание. Alright, so we talked about reinforcement. Мы поговорили с вами о поощрении. This is very central to what we believe in, and it's the first thing we look at when we're looking at children, because if we haven't got reinforcement, we can't do anything else. Это то, что нас интересует в первую очередь, когда мы работаем с детьми. Если это не работает, то остальные моменты уже не сложатся. Okay, the next thing we look about is interfering behaviors. И следующий момент — это нежелательное поведение, на то, над чем мы работаем. You know, this child, is he a good learner? Нужно ответить на вопрос, хорошо ли этот ребенок учится, Or is he banging his head? Или он, наоборот, стучит себя по голове, Not paying attention? невнимателен, Self-stimulating? занимается самостимуляцией. Most children that we see have problems in this area. И у большинства детей, которые к нам приходят, как раз проблемы с этим. And they're not going to be very effective in learning your curriculum if they're not good, if they've got a lot of interfering behavior. И учебная программа не будет успешной, если как раз они очень часто демонстрируют нежелательное вот это поведение. So we have to spend some time to address this as a problem. И нам нужно потратить определенное время, чтобы поработать с этой проблемой. So I'm just going to give you a quick 1010 behavior lesson. I'm sure some of you know all of this already, so I apologize. Я вам покажу небольшое видео, будет индивидуальный урок, может быть, многие из вас уже видели, поэтому извините за повторение. So we know behaviors are learned, right? When we talk about behaviors, we talk about the things that we do. Speaking, playing, whatever we do is we call a behavior. And these things are learned. Помните, что поведению научаются, о чем бы мы ни говорили, речь или игра, все эти навыки приобретаются. That's why each of us are quite different in what we do. Вот почему все мы отличаемся в своем поведении. And we think about this in a sort of three term. Antecedent means what happens before, B is the behavior, what we do, and C is the consequences. И здесь мы говорим о трех компонентах. A это предпосылка, B это поведение, и C это последствия. And basically, as people, we try to maximize our enjoyment on this planet.
И по своей человеческой природе мы все пытаемся получить как можно больше удовольствия в этом мире. So when I do things И когда я что-то делаю, that provide me pleasure, satisfaction, это дает мне удовольствие, удовлетворение. people tend to do them more often. И это заставляет людей возвращаться к этому поведению все чаще. When I do things that result in more negative outcomes, I tend to do them less and try to avoid them. И если я выполняю какое-то действие, это дает мне отрицательный результат, то я стараюсь возвращаться к такой ситуации все реже. That is a very simplistic version of like really what happens. Это такая очень упрощенная версия того, что на самом деле происходит. But a lot of our behaviors are based upon payoffs and costs. Но наше практически все поведение основывается на награде и на то, что мы за это платим, за наказание. Плата за поведение и выгода. So when we get rewarded, when the things we experience are great, we do them often. Things that are unpleasant, we tend to avoid and not do again. То, что нам нравится, то, что нам приносит удовольствие, мы чаще этим занимаемся, и то, что нам не нравится, сложно, мы пытаемся этого избегать. So little babies learning to smile. А маленькие малыши учатся улыбаться. You know, they get a lot of attention from their parents when they do that. И они получают большое количество внимания от родителей. Sometimes they're not really smiling, it might just be some gas. И иногда они на самом деле не улыбаются, это похоже на какую-то натянутую улыбку. Or they just move their mouth. Или как-то скривится рот, да. And then the parents, ooh. И несмотря на это родители, ой, какой милый, посмотри. Things like, you know, learning to walk. Или то, когда мы учимся ходить. You know, there's a lot of benefits to walking. Само по себе хождение имеет очень много полезных свойств. It's faster than crawling. Это быстрее, чем ползти. You can reach things up high, like toys and stuff. Можно дотянуться до вещей, которые находятся выше. And when you start to do that, mum and dad very excited. И это приносит много радости маме и папе, когда начинаешь идти. Some kids, when they start to learn to walk, некоторые дети, когда начинают идти, fall over, hurt their knee, они падают, ударяют коленкой, have some pain. испытывают боль. They don't walk for a few weeks. На несколько недель это у них отбивает желание. Because they're going to avoid those consequences of feeling the pain, right? Потому что они хотят избежать последствий вот этой самой боли. Things like talking and communicating. Такой момент, как общение. Can be very reinforcing for children. Get what they want, share their world, engage people around them. Таит в себе большой поощрительный момент, потому что это может привести, при помощи общения они могут добиться большого количества вещей. Even things like smoking. И даже такие вещи, как курение. You know, you think it's very bad for you, right? You're going to die. Вы все знаете, что это очень плохо, и ты даже можешь умереть от этого. You get cancer. Случается рак. Shorter life expectancy. Жизнь короче. Breath smells bad. Плохо пахнет изо рта. Expensive. Дорого. You know, a lot of costs. Очень много негативных моментов. But a lot of people do it. Но несмотря на это, очень много людей курят. Because, you know, it feels good to have a cigarette if you're addicted to nicotine. Потому что чувствуешь себя хорошо, когда зависишь от никотина и выкуриваешь сигаретку. And if you're a smoker and you don't have nicotine, you feel really not good. You feel really hungry for a cigarette. And when you have a cigarette, it's a relief. И если ты курильщик, да, и чувствуешь себя на самом деле плохо, не выкурив сигарету, и как только выкуришь, испытываешь облегчение. Alright, so we work on those kinds of things with payoffs and costs. I'm going to show you a video from the 1960s. I'm going to show you a video from the 1960s. Да, я покажу вам видео из 60-х. This is not a nice video. Не самое приятное видео. It's got some very gruesome things in it. Не очень приятные моменты увидите. Now you're really interested, right? Теперь на самом деле стало интересно, да? But
This is a video of some children. They called it self-destruction in the 1960s. Будет видео будут дети, и в 60-х это называлось саморазрушение. And the reason they called it that at that time И почему так тогда это назвали? is some of the belief was that these children had failed to form a relationship with their mother. Потому что у тех детей не получилось выстроить хорошие отношения с их матерями When they were born. При рождении. And the reason why these children were hitting themselves and injuring themselves И причина, по которой эти дети наносили себе вред и били себя, was because they felt bad about themselves. Причина это была то, что они плохо к себе относились. That they felt that, oh, I'm such a bad person because my mother doesn't love me. Они чувствовали себя, они думали, что они неудачники, плохие люди, потому что так к ним относились их матери. So they would hit themselves to punish themselves. Они били себя, чтобы наказать себя. I'm such a bad person. Я такой плохой человек. So what happened in those days is that the mother would go through psychotherapy. И что сделали тогда? Организовали для матерей психотерапию. And the doctor would try to find out why was the mother so cold. Почему отношение матери было настолько холодным? And this child would be placed in a treatment facility. И детей определяли в терапию. Where anytime the child injured themselves, и каждый раз, когда ребенок бил себя, the nurses would run to the child and hug them. Медсестры подбегали к детям, обнимали их, soothe them, гладили их, успокаивали, try to tell them that they loved them and that everything was good. Говорили, что они их любят, все хорошо. That was the treatment. Вот такая была терапия. Not very effective. Не самая эффективная. And the whole kind of hypothesis was all wrong. И все предположения были неверны. Autism's got nothing to do with the parenting. Что аутизм не имеет никакого отношения к родителям. Really has nothing to do with whether the parent loved or didn't love the child. На самом деле не имеет никакого отношения, любит ли родитель своего ребенка или нет. But that's what it was